Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми, и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать работу нашего канала донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо! Сегодня мы поговорим о самоубийстве с точки зрения души и жизни после смерти. Узнаем подробности о том, что происходит с душой в случае самоубийства, и разберемся в том, что делать, чтобы не доводить себя до суицида. Приступим. Один из довольно часто задаваемых вопросов, которые мне присылают люди, звучит примерно так: «Все надоело, каждый день мне страшно, я рыдаю, нахожусь на грани безумия, хочу закончить эту жизнь, но мне пока не хватает духа. Не понимаю, где же конец моим страданиям? Что будет с моей душой после смерти, если я совершу самоубийство?» Причины у таких состояний разные. У кого-то умерли близкие, кто-то испытывает финансовые трудности, кто-то проходит через несчастную любовь, кого-то предали, бросили, не оправдали доверия, кто-то просто мается дурью и полагает, что мелкие трудности конкретного жизненного этапа являются ужасными и непреодолимыми. Но итог один. Человек начинает задумываться о сведении счетов с жизнью и интересуется последствиями такого решения. Во-первых, хочу сказать спасибо за то, что вы делитесь своими трудностями. Это очень правильно – никогда не держать свои печали внутри себя, а делиться ими с ближними, призывая таким образом на помощь как физические, так и духовные силы, в любой момент готовые подставить нам плечо поддержки и даже буквально вынести нас из любой неприятности на руках. Во-вторых, и в главных, конец страданиям в данном случае состоит в том, чтобы достойно пройти ваши испытания до конца и справиться со всеми выпавшими вам трудностями. Это и есть верный выход. Досрочное же прекращение воплощения и уход из жизни через самоубийство не является таковым выходом, и наоборот, во всех случаях является огромной ошибкой, так как, лишившись тела, вы не лишитесь своих проблем. И дело тут вот в чем. Грань безумия, рыдания и страхи, о которых вы пишете, все это сосредоточено в сознании, в вашем духе, в психике, а не в теле. Смерть избавляет от тела, но не от духа, не от сознания и не от того, чем оно наполнено. Ваше наполнение останется с вами, так как гибель физического тела никак не затрагивает сознание. В итоге реализация решения о суициде приведет вас в самые неприятные духовные области. Верующие называют это адом, и ваши страдания не только продолжатся, но и даже значительно усилятся и усугубятся. Часто я читаю вот это «не хватает духа» в таких письмах о самоубийстве. Эта душа правильно подсказывает человеку, что он собирается принять неверное решение. На самом деле, наша собственная духовная часть и наши духовные друзья все время отговаривают нас от совершения разнообразных досадных ошибок, включая и ошибку самоубийства. Совершая эту ошибку, самоубийцы, лишающие себя жизни из-за незначительных земных страданий, таких как неразделенная любовь или потеря имущества, утрачивают биологическое тело, но не негативные мысли и эмоции, которые в потустороннем мире определяют все, что возникает вокруг духа.
Негативные мысли, страхи, страдания и прочие окрашенные мрачными цветами эманации строят для духа ужасный мир, полный страшных иллюзий, которые во 100 крат сильнее атакуют его и причиняют страдания, нежели это было при жизни в области земной материи. В таких, созданных духами самоубийц мирах, темно, мрачно и пустынно. Утративший тело дух находит себя в полуразрушенной лачуге, пещере или страшном холодном доме, в котором на него без конца нападают разные сущности, воплощающие собой его страхи, тревоги, отчаяния и страдания. Длится такой плен, такая ужасная тюрьма, в которую человек заточил себя сам, может достаточно долго, годами, десятилетиями и даже веками по земному исчислению, пока не придет понимание важности отказа от любых страхов и стремления к добру, свету, душевному покою и балансу внутри себя. Но прийти к такой переоценке, находясь в посмертном мире, значительно сложнее, чем при жизни на Земле, в мире плотной материи. Помимо описанных последствий для себя, самоубийца своими действиями создает огромные мучения и для других, для тех, кто его любит. Для мам, пап, братьев и сестер, для лучших друзей, жен, мужей и всех остальных, с кем его связывают узы любви. Они испытывают невероятные страдания в момент, когда узнают о поступке самоубийцы, и затем мучаются годами и десятилетиями, находясь под гнетом не только собственных кошмаров, но и других людей, осуждающих самоубийцу, его родных и близких. По вселенскому закону действия и противодействия, все эти негативные энергии самоубийца тоже в итоге принимает на себя, еще больше умножая собственные страдания. Получается замкнутый круг мрака, тьмы и мучений в самых худших реальностях того света. Поймите, окружающая реальность всегда создается не внешней обстановкой и не внешними действиями, а вашим внутренним миром. Исключительно вашим внутренним миром. По-другому просто не бывает. Поэтому самоубийство никогда не будет правильным выходом из какой-либо ситуации. Оно только еще больше, на много порядков, все усугубляет, поскольку порождает самые худшие внутренние соответствия, которые, в свою очередь, строят для самоубийцы самые худшие реальности, в коих он затем и мучается, как мучаются и все вовлеченные в это действо, которых поступок самоубийцы тем или иным образом затронул. Таким образом, самоубийство является не только ошибкой, но еще и до невозможного глупым, абсурдным действием, которым наносится невероятный ущерб себе же самому и самым близким людям. Абсурд, согласитесь же. Правильный выход другой. Он в осознании огромной ценности жизни на совершенно любых ее отрезках, физических или духовных, с совершенно любыми ее проявлениями, как позитивными, счастливыми, так и негативными, проблемными, потому что любые ее проявления для вашего блага. Это невероятный по мудрости, силе и оказываемому эффекту роста божественный инструмент вашего развития и прогресса. Инструмент обретения вами истинных богатств, новых знаний, опыта и возможностей. Необходимо собраться, принять все, с чем вы столкнулись, успокоиться, отринуть страх и начать спокойно, методично и планомерно работать над исправлением ситуации. Чем бы она ни закончилась, все это касается лишь материальной части существования. Но поскольку ваша истинная природа – это бессмертный дух, вас не должно страшить ничего, что связано с материей. Встреча с мошенниками, потеря имущества, денег, работы, развод с женой, смерть биологического тела любимого вами человека, что угодно другое – все это никак не может вам навредить.
Важен прогресс вашей души, духовный рост, научение принципам безусловной любви к другим, к природе, к себе и помощи ближним. И у вас есть отличная возможность использовать выпавшую вам точку роста и значительно вырасти по итогам ее прохождения над собой прежними, получив эти истинные богатства, которые стоят в бесконечность раз больше любых квартир, дворцов, денег, шмоток и престижных работ. Я желаю всем, кто хоть раз в жизни допускал мысль о самоубийстве, думает о нем сейчас или задумается в будущем, всего самого наилучшего и абсолютно уверен в том, что вы отринете совершение этой ошибки. Я верю в вас и знаю, что вы справитесь со всеми трудностями и проживете самую замечательную жизнь до самого последнего ее дня. А раз я в вас верю, значит, вам сам Бог велел верить в себя и никогда в себе не сомневаться. Будьте же уверены, вы все сможете, все преодолеете и все будет хорошо. А сейчас небольшое домашнее задание для всех и особенно для тех, кто допускает негативные эмоции, обреченность и мысли о возможном самоубийстве. Выработайте практику, когда с вами происходит то или иное событие, не оценивать его как хорошее или плохое. Вот вообще откажитесь от таких оценок совсем. Оценивайте любое событие с точки зрения количества пользы и важного опыта, который оно может вам принести. События бывают просто полезными, высоко полезными и мега полезными. Бесполезных событий не бывает вовсе. Допустим, уволили вас с работы. Это неплохое событие, а высоко полезное. Потому что теперь вы будете искать новую работу, проявите смекалку и усердие, найдете ее, получите больше денег и возможностей. А вот, скажем, толкнул вас в метро какой-нибудь хам. Это тоже полезное событие, потому что дает вам возможность проявить самые лучшие качества и не держать на него зла. Вас бросила девушка или предал парень – это вообще мега полезное событие, потому что где-то там впереди вас может ждать встреча с вашим самым-самым любимым и надежным человеком, с которым вы пройдете самые захватывающие приключения жизни и испытаете самое же огромное счастье. И так далее. Надеюсь, система понятна. Нет хорошего или плохого. Есть более полезное и менее полезное. Со временем вы доведете эту практику до автоматизма и сами увидите, что все без исключения события ведут вас к чему-то хорошему, даже если в моменте и казались плохими. Тогда-то вы и осознаете элементарную истину, что в расстройствах, разочарованиях, грусти, тоске, печали, депрессиях и тем более самоубийстве нет абсолютно никакого смысла. Вот и весь разговор. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Напоминаю, что если у вас есть вопросы по нашей дисциплине, то задать их мне вы можете под любым видео или в специальной теме раздела «Сообщество», а ответы на них я как раз и даю в Телеграме. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.